Привет, друзья! Российские специалисты центра Барс Сармат провели качественный подробный технический осмотр трофейного безэкипажного катера армии Украины. Морской дрон Украины сделан на базе гидроцикла мексиканского производства. Он был запущен из района Одессы и двигался в сторону Крыма. Вторая часть видео – осмотр системы спутниковой навигации. По классификации Минобороны данный объект является безэкипажным катером с инерционной системой навигации. Он сделан на базе гидроцикла производства Мексики. Вторая часть, которая была в нем расположена, составляла 150 килограммов. Запас хода данного объекта составляет в районе 400 километров. Здесь кастомизированный двигатель, слегка доработанный, и доработанный блок управления двигателем, который позволяет получать оптимальное соотношение дальности хода и расхода топлива. Двигатель доработан кустарно, то есть они закупаются, потом приходят на территорию Украины и там уже в кустарных условиях дорабатываются. То есть видны следы сварки для установки дополнительных модулей. То есть это все в кустарных условиях делается. Данное изделие является электронным блоком управления двигателя, который позволяет передавать команды от системы спутниковой навигации двигателю на довороты, на корректировку скорости и маршрута движения. Это верхняя крышка гидроцикла. Также здесь рядом расположен бак. Бак у нас емкостью 40 литров. Крейсерская скорость данного изделия составляет 90 км в час. Ориентировочный запас хода, то, что мы смогли получить с контроллера, составляет в районе 400 км. Это основной блок спутниковой навигации, который позволяет корректировать маршрут движения. Данный блок представляет собой 8-лучевую спутниковую навигационную систему, где каждый луч отвечает за определенный угол поправки, что позволяет сводить в условиях подавления и сводить угловую скорость, траекторию и все поправки, что позволяет более точно прокладывать маршруты движения и обходить зоны подавления и спуфинга РЭП. Он передает дальше основные сигналы по своей траектории на контроллер. Это основной спутниковый узел навигации. Благодаря этому устройству мы можем только узнавать, какие типы спутниковой навигации сейчас используются и как им противодействовать. То есть мы понимаем, что классическим спуфингом, то есть спуфингом GPS, такие безэкипажные катера подавить не получится. То есть в условиях РЭП он эффективно ему противодействует. Также мы установили, что здесь была система донаведения, которая позволяла донаводиться уже на последнем этапе при помощи ретранслятора самолетного типа и до наведения уже точно в объект с использованием ручного управления. Работы по изучению данной трофейной техники продолжаются до установления всех необходимых параметров, запрашиваемых войсками. Друзья, спасибо за просмотр. Приглашаем вас стать частью нашего сообщества и получить новые знания.